Всем привет! Сегодня я буду сеять семена помидор. Это коротенькое видео про посев семян помидор. Помидор у меня вот такой хурма и помидор Фатима. Сеять я их буду в кассеты. Эта кассета у меня 7 стаканчики. Это кассета 10. Кассету, которая 10 сантиметров стаканчики по высоте, я буду сеять по 2 семени. В кассету, которая 7 сантиметров по высоте, я буду сеять по 1 семени. У меня есть вот такой карандаш с меточкой 2 сантиметра и 4. Луночки буду делать 2 сантиметра. Луночки можно делать от сантиметра до 2. Сантиметр 1,5-2. На одной глубине делаю луночки по меточку. От глубины посева зависит схожесть семян. Одни семена взойдут раньше, другие взойдут позже, если глубина посева будет больше 2 сантиметров, неравномерно. Грунт у меня свой. Обычно я все семена сею покупной грунт, но так как сейчас карантин, все магазины закрыты, я приобрести грунт не смогла, поэтому смиксовала свой. 3 части земли, 1 часть песка, 1 часть перегноя. Вы можете добавлять перегной, песок, торф. Это все будет для рыхлости грунта. Сейчас у меня грунт достаточно влажный. После посева семян пролью обязательно водичкой. И кладу по 1 семени в луночку. Семена ничем не обрабатываю, так как они уже обработаны производителем, который выпустил эти семена. Если у вас семена свои, то лучше обработать семена, замочить их на несколько часов, от часа до 2 простой водички. Если замачиваете в марганцовке, то замачивать всего минут 20. Можно замочить в перекиси водорода, можно в соке алоэ, марганцовочка или в любом стимуляторе роста, корневине, эпине, биоглобине. Смотреть инструкцию и замачивать по инструкции. Этим же карандашиком присыпаем грунт над каждым семенем и слегка прижимаем. В этой кассете я буду делать по 2 луночки, так как кассеты большие и растениям хватит места для прорастания. Делаю немножко наискосок, чтобы было немножко больше расстояния между растениями, которые взойдут, чтобы они друг другу не мешали. И в каждую луночку кладу по 1 семени. Это все делается быстро, никакой сложности в посеве семян томатов нет. И заделываем каждую луночку грунтом, проливаем, сбрызгиваем водичкой из пульверизатора. Проращивать семена томатов при температуре до 25 градусов. Семена взойдут, начнут всходить примерно через неделю, от 7 до 10 дней. После всходов семян их перенести в температуру поменьше, до 20 градусов. Потому что если всходы будут стоять при теплой температуре, они будут сильно вытягиваться. Сейчас я вам покажу на примере люфы, как вытянулись семена, как вытянулись росточки, стоя в теплом помещении. Вот зашла моя люфа, и она стоит на теплом подоконнике. Посмотрите, как она вытянулась. Сегодня буду выносить люфу в помещение попрохладней. В том помещении у меня 18-20 градусов. Накрываем семена пленочкой или парниковой крышечкой. Этот парничок я накрою пленкой, пищевой пленкой, так как крышечки у меня специальной для этого парничка нет. И в теплое место на проращивание. После появления всходов температуру выращивания снизить
примерно градуса на 4. После появления всходов через неделю или полторы подлить всходы помидоров любым комплексным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий. Фосфор и калий помогают нарастать корневой массе, азот помогает нарастать вегетативной массе. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.